Самая мощная атака по Крыму, ключевые узлы пылают, последствия катастрофические, обо всем расскажем. Один из ключевых командующих уничтожен, главный архитектор нападений ликвидирован во время обстрела. Ряд терактов по всему миру на праздник, только в одной стране удалось предупредить. Еще в нескольких есть жертвы, десятки жертв. Организованная акция или случайное совпадение? Премьер-министр страны НАТО напрямую угрожает Брюсселю войной. Причина всему – деньги. Что произошло? Об этих и других главных событиях вечера воскресенья 14 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Беспрецедентная ночная атака, дроны в небе, пылающие нефтебазы, взрывы и стрельба. Крым пылал и гремел, точно не празднуя свою оккупацию Россией. В сводках всплывают объекты, от которых зависит не только жизнь на полуострове. На фоне объявленной воздушной опасности в 13 областях РФ, в том числе и оккупированных, отчитываются о попаданиях и возгораниях на стратегических объектах. В оккупированном Крыму самый чувствительный эпизод – Джанкой, там, вероятно, поражена электрическая подстанция. Мониторинговая группа «Крымского ветра» фиксирует пожар по спутниковой съемке. Эта подстанция, по данным источника, используется для связи с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей. По Крыму картина разворачивается волнами. Сообщалось о 4 мощных взрывах в районе аэродрома Кировская. Спустя несколько минут еще о 3, после чего в воздух подняли вертолеты. Над Старокрымским полигоном, по сообщениям, летали дроны, а затем отметили взрыв над Севастополем. Дальше под ударом оказалась нефтебаза в Феодосии, звучали взрывы и стрельба. В Гвардейском тоже взрывы и стрельба. РосПВО, по сообщениям, работала по дронам в Красноперекопском районе. В Саках мощный взрыв, озарило все вокруг, пишут пользователи. И ближе к концу этой цепочки Симферополь, в районе ГРЭС начала гореть нефтебаза, а спутники отметили пожар на нефтебазе в поселке Битумное под Симферополем. Сейчас в Крым и из Крыма задерживаются поезда, и ситуация с топливом и без того плачевная, о чем мы говорили в предыдущем выпуске, сейчас точно лучше не становится. Также поражена нефтебаза в Урюпинске, Волгоградской области. Пожар также подтверждают по спутниковым данным. В массированном ударе по Крыму и на что он может повлиять, что изменить или что изменил уже, мы спросили военного аналитика Яна Матвеева. Ведь ПВО Крыма достаточно серьезно ослаблено сейчас, поскольку беспилотники ГУР и СБУ регулярно атакуют радары и пусковые установки в Крыму, тем самым просто лишая российских военных глаз и возможности сбивать, прежде всего, украинские беспилотники. Но я думаю, что в любом случае это удар, конечно же, по тем военным, прежде всего российским, именно по их логистике и возможностям в самом Крыму. И там их достаточно много, это достаточно серьезная угроза для российской армии. Теракт на рождественском рынке, успешная работа полиции на опережение и 5 задержанных. Германия вздрогнула от того, что могло произойти. Крупнейшее нападение на празднике, которое спецслужбам удалось остановить заблаговременно. Но страшнее всего то, каким образом этот теракт должен был быть совершен. План заключался в том, чтобы на автомобиле врезаться в рождественский рынок. Следователи предполагают исламистскую акцию. Речь идет о предполагаемых планах атаки на рождественский рынок в районе Дингольфинга. Совершить это планировали гражданин Египта, гражданин Сирии и 3 гражданина Марокко. Египтянина следствие называет ключевой фигурой здесь. По текущим данным, он якобы призывал к нападению в мечети в районе Дингольфинг-Ландау. Красные линии премьер-министра упираются в деньги. Виктор Орбан накинулся на Брюссель с лозунгом «За Россию», влез в самую токсичную тему для Брюсселя и поставил вопрос ребром. Троните российские активы, получите последствия, к которым Европа не готова. На митинге в Мохаче Орбан заявил, что если к российскому имуществу потянутся, обходя Венгрию, это станет объявлением войны. Кому и почему он, конечно, не сказал, но подчеркнул, что прежде такого не видел. Изъять 200-300 миллиардов евро и не столкнуться с последствиями.
Это решение важно и с другой точки зрения, не только с венгерской. Это объявление войны. Любое прикосновение к замороженным российским активам, тем более их изъятие, это объявление войны. Я никогда не видел, чтобы изъятие у страны 200-300 миллиардов евро не вызывало ответных шагов. Такого не бывает. Если позволить отнять меньшую сумму, ограбят всю страну. Отдельно Орбан вывел разговор за рамки России и Украины и привязал его к доверию к евро и европейской финансовой системе. Он напомнил, что валютные резервы разных стран часто хранятся не дома, а, например, в Бельгии. И дал понять, если кто-то прикоснется к российским деньгам, то другим государствам тоже придется задуматься, в безопасности ли их собственные накопления. Угроза ставится на поток. Россия переходит к серийному производству одного из своих самых мощных оружий. Москва вкладывает деньги в новую ядерную дубину для Европы. Россия не просто развертывает орешник в Беларуси. Украинская разведка говорит, что Кремль готовит серийный конвейер и прокачку этой ракеты под более мощный ядерный заряд. По словам главы службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, программе «Орешник» дали зеленый свет на приоритетное финансирование прямо из Фонда национального благосостояния РФ, того самого, который официально предназначен для стабилизации экономики. В производственную цепочку включены более 50 российских предприятий. Фактически создается отдельный промышленный контур под одну единственную ракету. Поговорили об этом с военным аналитиком Яном Матвеевым и о том, насколько опасными могут быть эти действия и, в принципе, о каком количестве орешников в год идет речь. Это значит, скорее, десятки в год, при самых лучших раскладах. Ну, это, скажем так, логичный, да, последовательный шаг в их пропаганде. Они долго рассказывали про этот орешник, но без ядерных боезарядов она не представляет какой-то из ряда вон выходящей угрозы, поскольку не может нести большие боевые части и наносить какой-то существенный урон выше, чем 2-3 ракеты «Искандера», например, которые регулярно атакуют Украину сейчас. Украинская разведка призывает не игнорировать сигналы наращивания серийного выпуска и модернизация ядерных систем РФ. Это уже не просто риторический шантаж, а прямое усиление угрозы для европейской безопасности. Операция руководил глава разведки лично. Сделка вышла далеко за рамки обычного обмена. Украина вернула своих и вместе с ними получила людей, которые для Минска давно стали символами политических приговоров. Политзаключенные, освобожденные накануне режимом Лукашенко, прошли медобследование после пребывания в застенках, и в скором времени их должны отправить в Евросоюз, но пока об этом информации мало. Нам удалось пообщаться с сестрой Марии Колесниковой, Татьяной Хомич. Вот что она сказала о событиях, которые предшествовали освобождению. Мы смогли сегодня пообщаться очень коротко с Марией, Виктором Дмитриевичем и Максимом Знаком. Но я надеюсь, что немножко будет лучше с коммуникацией в последующем. Скажу, что да, у них сейчас как в целой группе нет телефонов, еще не успели поговорить. Но я думаю, что как и со многими, да, как мы это слышали последние 1,5 года, разговаривали о написании помилований. Это уже не перемирие. Ликвидирован один из ключевых командующих, тот, кто занимался планированием наступательных и террористических операций. Верхушка ликвидируется точечно. Израиль заявил, что ударом по автомобилю был убит Раэд Саэд, высокопоставленный командир Хамас, которого называют одним из архитекторов атаки 7 октября 2023 года. Reuters отмечает, что это самое громкое убийство высокопоставленного деятеля Хамас с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе в октябре. То есть речь о демонстративном ударе, который трудно списать на простой эпизод. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, цель выбрали как ответ на атаку Хамас, когда взрывное устройство ранило 2 израильских солдат. По данным органов здравоохранения Газы, на которые ссылается Reuters, взрыв автомобиля убил 5 человек и ранил как минимум 25. Обычный пляж превратился в место расправы. Нападавшие точно рассчитали, когда там будет как можно больше людей, и приступили. Бонди-Бич, где обычно шумят волны и туристы, на Хануку превратился в место бойни. Праздник сорвали выстрелы, а пляж оказался периметром спецоперации. По данным Sky News и Times of Israel, стрельба произошла в Сиднее во время празднования Хануки. Сообщается как минимум о 12 погибших и 13 госпитализированных. Полиция ведет масштабную операцию, район частично перекрыт.
2 человека начали стрелять по толпе. Этот трусливый акт ужасающего насилия шокирует, и на него больно смотреть. Он отражает одни из наших самых страшных опасений относительно терроризма в Сиднее. Один из нападавших также убит, один находится под стражей. Это нападение было задумано как удар по еврейской общине Сиднея. На массовом мероприятии в пляжной зоне было около 2000 членов еврейской общины Сиднея. Ожидалось выступление лидера местной оппозиции Келли Слоун. Очевидцы говорят, что выстрелы прозвучали прямо во время речи одного из руководителей общины. Люди в панике побежали. Местные медиа сообщают, полиция подтвердила эту информацию. Одного из предполагаемых стрелков ликвидировали полицейские, еще 2 причастных к инциденту задержали. При этом правоохранители подчеркивают, что операция продолжается. Жители Бонди утверждают, что слышали около 50 выстрелов. Это жестокое нападение на евреев, которые пришли зажечь первую свечу Хануки. Вся нация Израиля в этот момент замирает вместе с ними. Мы посылаем им нашу самую теплую поддержку из Иерусалима и снова обращаемся к правительству Австралии с призывом действовать и бороться с огромной волной антисемитизма, которая поражает австралийское общество. Представитель премьер-министра Австралии заявил, что власти в курсе происходящего и призвал людей в районе Бонди выполнять указания полиции. Ну а полиция штата Новый Южный Уэльс попросила всех поблизости немедленно отыскать укрытие и не приближаться к зоне операции. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.